Что, пошла запись? Да. Ты не знаешь, как случайно, какая у меня рабочая сторона? Крайне. Есть такая просто штука. Крайне. Слева сисит. Так, ладно, шутки шутками. Меня зовут Владимир, я журналист. Мы хотим с вами пообщаться, побеседовать просто. То есть можете там свои какие-то вопросы задавать и все такое прочее. Вы даете согласие на запись, публикацию этого интервью? Хорошо. Давайте вот туда просто будем говорить как-то, не знаю, вот, немножко в ту сторону. Расскажите, пожалуйста, как вы попали, во-первых, представьтесь, да? Как вас зовут? Федоров Владислав Михайлович. Если можно громче. Федоров Владислав Михайлович. Федоров Владислав Михайлович. А где вы проживали? Город Старый Оскол, Белгородской области. Ну, расслабьтесь, пожалуйста. Ну, если вы не хотите говорить, вы можете не говорить, вы это понимаете? Только что ваши все друзья разговаривали с нами, все нормально, они вернулись в камеру живые, я даже ни одного не укусил. Сколько людей в помещении? Вот сейчас, там, где мы разговариваем. Трое. Я это спрашиваю, потому что на каждом видео говорят, что, Давай я покажу, в чем проблема. да, что тут все разговоры происходят с пытками. Пулеметчик успел убежать, смотри. Где он? Может быть, он здесь? Эх, и здесь его нет. Где же пулеметчики? Автоматчики? Нет, никого нет. Ну, это реально так пишут, что все общаются под пытками, с автоматчиками. Человека с оружием видел когда последний раз? Ну, когда в плен взяли, все. То есть давно. Да, 20 минут. Хорошо. Расскажите тогда, как попали в плен. Как вообще зашли в Украину, как попали? Ночь на 24 февраля заходили колонной. Поставили посты возле города Сумы. Стояли возле деревни Бобрик, Сумская область. Бобрик? Да, там кладбище большое. Вот. 2 дня стояли там. Приехал майор, говорит, что нужно уезжать. Мы сели, опять колонны поехали. Топливо у нас закончилось в танке. Танк оставили в деревне. Вышли на дорогу и сдались в плен. Это когда было? Это 27 февраля было. То есть вы 3 дня постояли около кладбища, Да. потом майор сказал, Ну, приехал майор, Величко фамилия. Вот. Сказал то, что нужно уезжать, я так понял, в сторону России обратно. Да. Вернуться. А какая часть у вас была номер? 61 899. И что вы сделали? Ну, мы сели, поехали обратно за ним. Так. Вот. У нас танк отстал, ну, топливо закончилось, они дальше поехали. Сказал то, что пришлет за нами БТР, заберет нас. Мы ждали, пришли местные, с нами начали общаться. Ну, нормально общались, адекватно. Вот. Показывали видео там, ну, как колонны бомбят наших войск. Я понял, а что нельзя было слить топливо с других каких-то А автомобилей? там у нас топливо у всех на исходе было. много техники было в вашей колонии? Ну, когда обратно уезжали, Да. ну, 3 БТРа где-то и 3 танка. А когда заехали, сколько было? Точное количество не могу сказать. Ну, плюс-минус. Ну, где-то БТРов 15 и танков 7 может. А куда остальные? Остальные. Ну, они по областям, ну, по постам раскидали их. А, они просто разъехались. Да, они в разных местах Мгм. стояли. И сколько вы ждали командиров, пока местные не подошли? Ну, мы часа 2, наверное, стояли с ними, общались. Потом сказали, ну, давайте позвоним, сдадитесь. Вот. Вышли на дорогу, приехали люди с территориальной обороны и сдались в плен. Как они одеты были? Ну, гражданская одежда, бронежилет, автомат. Ну что это за люди, как вы думаете, из территориальной обороны? Кто это такие? Мирные люди, которые не хотели войны, защищают свою страну. Ну, то есть вы приехали, их же от кого-то вроде как освобождать? Ну, как нам сказали, да, когда мы заехали на территорию. Изначально нам сказали, то, что мы подъедем к границе, постоим пару дней, якобы учения, и развернемся, обратно едем на погрузку эшелонов в пункт постоянной дислокации. Вот. Заехали уже на территорию Украины, уже пошли другие задачи. Ну, поставить посты возле города Сумы для охраны правопорядка. Все. Мы стояли пару дней,
Ну, где-то, Ну вот вы когда стояли пару дней, вы же, наверное, себе думали, что мы сейчас же кого-то вот освободим. я вообще думал, для чего мы здесь, зачем мы здесь, непонятно. Ну вам же сказали освобождать. Не освобождать, у нас задача стояла просто на постах стоять, все. Я понял. А как вы вообще себе представляете всю эту историю с освобождением кого-то от кого-то? Ваша цель пребывания в Украине, вы уже нашли для себя ответ? Ну, то, что плохо, да, вот сейчас мы по телевизору смотрим новости мирных жителей убивают, война идет, мирные жилые дома расстреливают. Поехали бы еще раз в Украину? Нет. Если бы я знал, я бы написал рапорт на увольнение и уволился из армии. Вас бы посадили. Пускай сажают. А что вы кушали 3 дня этих? У нас были сухпайки, и там еще КамАЗ с нами стоял продовольственный. Там была гречка, ну, крупы всякие, Ну, то сладости. есть тот случай, когда не бедовали, короче. Да, потому что ваши коллеги ехали с одним Из другой сухпайком. колонны ехали с одним сухпайком, им выдали просто по одному сухпайку и отправили в Украину. Такая история. Ну окей, хорошо, давай попробуем позвонить. А сейчас у вас, получается, в танке 3 человека было, да? В танке 3 было А человека. у вас должность какая? Штатная должность командир танка, ехал как механик-водитель. Расскажите, пожалуйста, потому что мы гражданские не понимаем. Я, как командир танка, я не специалист, не прошел полный курс обучения. Меня посадили за механика-водителя. Ну, то есть я по этой должности, я был механиком-водителем до новой должности. Я разбираюсь, меня посадили за механика-водителя. То есть по документам вы числились как командир танка, Командир танка. а реально вы были А реально водителем. механик-водитель. А командир танка был кто-то другой. Другой, да. А как так получилось? Ну, вот так вот нас раскидали просто вообще. У нас даже с разных подразделений, там, допустим, со спортроты в пехоту закинули. Что такое спортрота? Ну, инструкторами занимаются физической подготовкой. в части. Они обучают других? Да, Рукопашники, физподготовка. И их определили в пехоту, дали оружие. Пехоту, да, закинули. Не, ну они тоже владеют оружием, насколько я Да. знаю. Но их, Ну, они- это типа как спецвзвод при каждом полку, ну, у нас, по крайней мере, такое есть. Да? Да. Ну, ничего в этом такого удивительного я не вижу. Кидали всех, кого могли кинуть, куда могли кинуть. По разным местам просто раскидали людей. всё. Мгм. А с вашей части сколько людей поехало? Примерно, да? Количество. Ну, как Да. примерно, да. Там, например, Может быть, там- человек 200, может быть, было в колонии. Есть какое-то понимание, что с ними? Ну, на тогда, может быть. Может быть, убили, кто-то, может быть, уехал. Кто-то в плен сдался. С нашей части, ну, достаточно здесь людей сейчас находится. Нажми на паузу, неправильно набранный номер. Давай. Уточнять. Аль. Сбросим. Да, вон трубочка зелененькая. У вас родственники в Украине, правильно? Да, в Запорожье живут. Ну вот, возможно, кто-то из них оставлял украинский номер для связи, а может быть кто-то просто кто-то балуется. Ну, короче говоря, ни по одному из ваших номеров дозвониться мы не можем. Да ну что ты ему наяли? Ну, последний раз. Ну все, ну сбрасывай, да сбрасывай. Попробуйте 24 в конце. Ну, всё. Весь процесс, который занимает около там, время от времени 15-20 минут поиска номеров, мы, конечно, его никогда не показываем, но просто чтобы вы понимали, что вот этот чат, который ищи своих, есть он у нас не просто для забавы. Туда действительно оставляют номера, просто надо внятно оставлять свои номера, и тогда мы можем дозвониться. А иногда бывает, что не в сети. Вот. Ну, что сказать. Ваши, по крайней мере, смогут посмотреть ваши видео. Вы можете что-то передать от себя. Мама, папа, не переживайте, не волнуйтесь, со мной все хорошо. Я нахожусь в Украине, в плену. Надеюсь, скоро будет обмен. Мы скоро с вами увидимся. Я вас всех люблю. Все будет хорошо, не переживайте. Что вы можете сказать тем солдатам, которых сейчас отправляют в Украину?
скажу одно, ну, то, что плохо, не надо сюда ехать. Здесь убийство мирного населения. Отказывайтесь и не едьте сюда, равняйтесь. А у вас на танках была какая-то аббревиатура? Z, например? Треугольник красный, 27 цифр. Ну, смотрите, сейчас самая популярная аббревиатура у вас в России Z, буквочка Z. Да, И люди выходят на митинги с плакатами буквочка Z за мир, как бы, да, пишут они. Они думают, что они выходят за мир, но на самом деле они поддерживают вот как раз вторжение России в Украину. Они даже не понимают, что они выходят на самом деле за войну. Вот можете что-то таким людям сказать или как-то это прокомментировать? Даже не знаю, что сказать. Но они за мир выходят. Судя по тому, что здесь идет война, они не за мир. А как вы видите окончание этой войны? Все-таки думаю, то, что договорятся, мирный договор будет. А на каких условиях мирный договор должен быть? Я не знаю. Ну, вот в Украине есть своя территория, да? Да. Сюда зашли россияне. У нас одно условие. Просто уходите и все. Да. А условия России, они не совсем понятны. Например, денацификация. Как вы для себя понимаете денацификацию Украины? Денацификация. Да. Ну вот нацистов, вот они каких-то здесь ловят и, ну как ловят? Ну, я здесь Придумали не их, увидел ни и одного нациста, ни бандеровца я здесь не увидел. бандеровцы это кто такие? Ну, как говорят там в России, бандеровцы. Так а что говорят? Да. Ну, по новостям показывают тоже бандеровцы, говорят здесь. Я здесь не увидел никого. Ну я, допустим, бандеровец. Что мы с вами должны делать, если я бандеровец? Ну вот мы сидим с вами в пабе в каком-то, пьем пиво. Вы не бандеровец, а я бандеровец. Дальше что? В чем между нами проблема? Да нет никаких проблем. Ну а вы вообще понимаете, кто такой был Бандера и кто его последователи? Где он сейчас? Не знаю. Не знаете, да? Ну это военно-политический деятель, скажем так, времен Второй мировой войны, он давно уже умер. Есть люди, которые читают там труды его, всячески там наследуют его. Допустим, я вот отношусь к таким людям. Почему мы с вами должны друг в друга стрелять? Да я даже не знаю. Власовцы кто такие, знаете? Ласовцы. Слышал, да, историю. Слышали? Они есть в России? Нету. Нет последователей. Ну, последователи, может быть, есть. Я Краснов, не знаю кто такой? точно. Краснова, знаете? Краснова нет. Не знаете Краснова. В России стоит памятник Краснову. Я точно не помню, должен, назовем его так, генерал казачества. Это, по сути, в принципе, человек такой же, как и Бандера. Ну, имеется в виду по идее. То есть они тоже шли в коллаборацию там с Германией, да, на то время, для того, чтобы освободиться от красной чумы, скажем так, да. Потому что, ну, Украина, например, пережила голодомор, и не один, и очень сильный. И были люди, которые ненавидели советскую власть больше, чем фашистов. И поэтому они вступали в коллаборацию для того, чтобы, ну вот, мол, вы нам даете Украину, да, свою, а мы вам помогаем воевать с советами. То же самое было и в России. Еще раз, памятник Краснову, этому человеку, стоит сейчас в России, и более того, это центр паломничества людей, которые наследуют идею вот этого казачества, белого движения и так далее. Движение. Я слышал. Чего против себя не ходите, не воюете друг у друга, ничего там не освобождаете в таком случае? Я не могу сказать, не знаю даже. Ну и у нас есть люди, которые там каким-то количеством наследуют Бандеру, могут пройтись с факелами. Разница в том, что у нас демократическое государство, и они могут пройтись этим шествием без каких-либо проблем. Ну, меня не... Независимое государство. Да, ну вот я нахожусь, например, вот они там ходят, скажем, по Хрещатику, а я от Хрещатика живу там в 5 километрах.
Почему они меня, эти люди, не напрягают? Абсолютно. Ну, прошлись и прошлись. Почитали и почитали. А россиян они, эти люди, напрягают. Не знаю даже. Может быть так просто. Голову нам так забили. Всё. Так, правда, в голову так и забили, да. Так и есть. Забили, крутят один и тот же ролик на протяжении там, 10 лет, не знаю уже скольки. И рассказывают одно и то же. И вот оно затуркалось людям в голову. Мы жили без вас, в принципе, нормально. Нас устраивает. Бандеровцы там, ну вы это видите, не видели. Ну я же вам говорю, допустим, я бандеровец, и что? Да нет, ничего такого. Я, например, лично не А знаю. он что- власовец. Зачем? Ты не знал? Я нет. Ну вот видишь. А вы не власовец и не бандеровец. Мы с вами сидим, что стрелять друг в друга? Ну, танки нужно гнать. Харьков нужно разбомбить. Нет, нет, нет. Почему-то все пленные, которые, ну, все, вот, которые попадают в Украину, они все понимают. Контраргументов никаких нет, все хорошо. То же самое и с жителями ДНР, с которыми мы общаемся по 10 человек. Да нет, мы против Украины никогда не были. Так я не понимаю, это что тогда получается? Какие-то диванные боты, созданные Кремлем искусственно, пишут все эти комментарии мне? Потому что Вы где есть в реально? соцсетях? В соцсетях, да, ВКонтакте есть. В Инстаграме? ВКонтакте. WhatsApp есть еще. Нет. Да не, ну WhatsApp это же просто мессенджер. Это... В Инсте есть вы? Ну, неважно. Смотрите, вам 24 года. Сколько вы в армии служите? Год срочной службы с 19 по 20 год я служил. И год контракта вот так, да, был. А зачем вы пошли в армию? Ну, то есть вот Ну, причины. хотел выслугу получить. Стабильный заработок. И учились вы на... Геология нефтяных и газовых месторождений. А потом были оператором, механиком, водителем. Сначала, да, механик-водитель, потом пошел на повышение, на командира там стал должность. Сильная армия Российской Федерации? Насколько вот вы ее уровень подготовки и оснащения можете оценить? Ну, судя по новостям, плохой уровень подготовки, да. А до войны? Ну, до войны говорили, типа, да, большая армия, так сильно. Путина уважаете? Нет. Почему нет? Ну, не все же его поддерживают. Не все. Не все. Это вы в украинской тюрьме можете сказать, что вы его не уважаете. А в России можете? В России, да. Ну, среди родственников. На кухне. На кухне, да? Открыто зашли. Шепотом. Тихонько. Не тихонько. Знаете, я Путина не очень уважаю. Вообще не Ты уважаю. шо? Как? Царя-батюшку не уважаю, что ли? Ты чего? Свобода слова есть в На России? плаху его. Свобода слова, ну, да. Есть? Тут просто такая штука, если вы можете выйти и во всеуслышание сказать, например, что вы не уважаете Зеленского, как у нас это происходит, то это свобода слова. Можете даже к нему под офис президента прийти с плакатами и рассказать все, что вы об этом думаете. Палатку А вот- поставить. Да, и палатку поставить, и жить там можете даже. Ну, я так не говорил в открытую. А вот если вы на кухне только можете сказать, что вы Путина не очень уважаете, я уважаю Путина, то это не свобода слова. Вас дезинформировали. Видели, что у вас делают за одиночные пикеты с пустыми листами А4? Да, забирают с собой, сажают. Так как свобода слова? Как это вот коррелируется со свободой слова? Никак. Так вы же сказали, что у вас есть свобода слова. Ну, Ладно, Дим, мы поговорили Да, или у нас интервью? Интервью. Интервью. Все, Мы никуда не можем не дозвониться. можем дозвониться, и в принципе мы, ну, я не знаю даже, есть что-то от себя, вы хотели бы что-то от себя добавить? Это видео просто посмотрят, и посмотрят ваши, наверное, и просто, может быть, что вы хотите сказать что-то про марши, про вот эти вот за мир якобы, еще про что-нибудь. Стоит сюда ехать. мне Коллега стоит была. сюда ехать. Ну, он уже это говорил. Ну, окей, все.